Представьте, вы просыпаетесь завтра в мире, где каждое ваше решение предсказывается алгоритмом. Где работа, о которой мечтали, уже выполняется машиной. Где ваши мысли читают быстрее, чем вы успеваете их сформулировать. Это не сюжет фантастического фильма. Это будущее, которое уже стучится в двери. Мы привыкли считать прогресс нашим союзником. Но что, если прогресс – это ловушка? Что, если технологии, которые мы создаем, однажды перестанут нуждаться в нас? Сегодня мы отправимся в путешествие по самой захватывающей и самой опасной теме 21 века. Теме, где грань между спасением и катастрофой тоньше, чем когда-либо. История человечества – это история прогресса. Мы изобрели колесо, чтобы быстрее передвигаться. Мы построили корабли, чтобы покорить океаны. Мы приручили электричество, чтобы ночь стала днем. Но каждый новый шаг вперед неизменно открывал перед нами не только возможности, но и новые опасности. Когда мы научились делить атом, мы создали источник колоссальной энергии и одновременно оружие, способное уничтожить все живое. Когда мы изобрели интернет, мы связали человечество в единый узел знаний и одновременно породили зависимость, дезинформацию и цифровое рабство. Сегодня мы снова стоим на границе. Новый феномен стремительно меняет привычный мир. Это искусственный интеллект. Он создает тексты, которые невозможно отличить от человеческих. Он пишет музыку, которая трогает сердце. Он управляет машинами, торгует на биржах и даже принимает решения в медицине и юриспруденции. Искусственный интеллект – это не инструмент в привычном смысле. Это зеркало, в котором отражается человечество. Он становится продолжением нашей логики, нашей креативности и нашей жадности. Но именно здесь и скрывается опасность. Мы привыкли считать прогресс союзником. Но что, если прогресс – это ловушка? Ловушка, в которую человечество неизбежно попадет, если не научится вовремя распознавать ее хитроумные механизмы. И сегодня мы попробуем ответить на главный вопрос, почему искусственный интеллект опаснее, чем кажется. Не потому, что он злой, не потому, что он хочет уничтожить людей, а потому, что его развитие неизбежно высвечивает слабости самого человека. И именно они могут привести нас к катастрофе. Чтобы понять, что представляет собой искусственный интеллект и в чем заключается его опасность, нам нужно оглянуться назад. История прогресса учит нас, что каждое великое изобретение, каждое технологическое открытие всегда несет двойственную природу. Оно открывает новые горизонты и одновременно создает новые угрозы. Мы привыкли видеть прогресс как восходящую лестницу. Но если присмотреться внимательнее, эта лестница напоминает извилистую тропу, на которой на каждом шаге подстерегают ловушки. В XVIII-XIX веке человечество оседлало силу пара. Заводы вырастали, словно грибы после дождя, города расширялись, и казалось, что наступает новая эра процветания. Но за дымом фабричных труб скрывалась другая правда. Миллионы ремесленников и крестьян оказались неудел. Традиционные ремесла умирали. Люди, которые веками жили на земле и владели навыками, утрачивали их в одно поколение. Дети работали по 12-14 часов на фабриках, женщины погибали от несчастных случаев, мужчины деградировали в нищете. Промышленная революция подарила удобство, скорость, богатство, но вместе с этим принесла бедность, болезни и отчуждение. Именно тогда Карл Маркс впервые заговорил о пролетариате как о новом классе угнетенных. Что мы видим? Технология не только открыла будущее, но и создала пропасть между теми, кто владел ею, и теми, кто оказался в стороне. 20 век. Наука покоряет атом. Физики всего мира в восторге. Мы находим способ высвободить энергию, скрытую в ядре. Казалось бы, это ключ к неисчерпаемым источникам энергии. Электростанции будущего должны были обеспечить светом и теплом каждую страну. Но в тот же самый момент, когда ученые радовались своему открытию, в пустыне Невады и на острове Тиньян военные инженеры собирали бомбу. Хиросима и Нагасаки стали символом того, что прогресс может уничтожать.
Мы получили мощнейший источник энергии и одновременно создали угрозу ядерной зимы, которая может похоронить цивилизацию. И снова, как и с промышленной революцией, цена открытия оказалась огромной. Конец 20 века. Интернет обещал соединить человечество в единое сообщество знаний. Идея была прекрасна: каждый человек, вне зависимости от страны, может получить доступ к библиотекам, общению, торговле, образованию. Но сегодня, спустя 30 лет после его массового распространения, мы видим другую сторону. Интернет породил цифровую зависимость. Миллионы людей проводят больше времени в экранах, чем в реальной жизни. Социальные сети превратили внимание в товар. Люди больше не просто пользователи, они продукт, который продается рекламодателям. Интернет стал инструментом манипуляций. Выборы можно влиять фейковыми новостями, общественное мнение, алгоритмами, а психику целых поколений – лайками. То, что задумывалось как универсальная библиотека человечества, превратилось в гигантский рынок внимания. Каждый из этих примеров показывает один и тот же закон: прогресс не бывает однозначно добрым. Он всегда приносит новые возможности, но одновременно открывает двери к новым угрозам. Индустриализация дала экономический рост и породила эксплуатацию. Атом дал энергию и атомное оружие. Интернет дал знания и цифровое рабство. Именно поэтому, когда мы говорим об искусственном интеллекте, нельзя ограничиваться восторгом от его возможностей. Нам нужно понимать, что вместе с преимуществами придут риски, о которых мы пока даже не подозреваем. Искусственный интеллект – это не только шаг вперед. Это новая ловушка прогресса и, возможно, самая опасная за всю историю человечества. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, многие представляют себе роботов из фильмов, металлических существ с человеческим лицом, которые разговаривают, думают и в какой-то момент восстают против людей. Но реальность куда сложнее и, возможно, даже опаснее. Искусственный интеллект сегодня – это не гуманоидные машины. Это алгоритмы, нейронные сети, модели, которые умеют учиться. Они анализируют колоссальные массивы данных и находят закономерности, которые человек просто не в состоянии заметить. И именно это делает их настолько мощными и одновременно непредсказуемыми. Первые компьютеры были просто машинами для счета. Они умели выполнять команды, строго прописанные человеком. Ошибка программиста, и машина выдает бессмысленный результат. Сегодняшний искусственный интеллект устроен иначе. Он обучается. Он способен на основе опыта корректировать собственные алгоритмы. Нейросети напоминают наш мозг, миллионы нейронов, соединенных между собой. И когда мы говорим «искусственный интеллект пишет текст» или «искусственный интеллект распознает лицо», это значит, что машина научилась на миллионах примеров выделять закономерности. В этом и сила, и опасность. Мы не всегда понимаем, как именно искусственный интеллект приходит к своим выводам. Сегодня он повсюду. Медицина. Нейросети распознают опухоли на снимках лучше врачей. Финансы. Алгоритмы совершают сделки на бирже за доли секунды. Юриспруденция. Программы анализируют тысячи страниц законов и находят лазейки быстрее любого юриста. Культура. ChatGPT пишет книги, Midjourney рисует картины, Stable Audio создает музыку. Быт. Голосовые помощники управляют домами, автомобили едут без водителей, камеры отслеживают лица в толпе. То, что еще 10 лет назад казалось фантастикой, сегодня стало привычным. Самое удивительное – искусственный интеллект не придумывает ничего из воздуха. Он работает с тем, что создает человек. Все его ответы, рисунки, прогнозы – отражение человеческой информации, которую он переработал. Это значит, если мы наполняем мир ложью, дискриминацией, агрессией, то и искусственный интеллект будет воспроизводить эти искажения. Искусственный интеллект – это зеркало, но не всегда честное. Он отражает не только наши знания, но и наши предвзятости. Многие эксперты спорят, является ли искусственный интеллект всего лишь инструментом, как молоток или калькулятор, или это начало нового этапа эволюции, цифрового разума. С одной стороны, да, искусственный интеллект пока не обладает сознанием. У него нет целей, нет эмоций. Он не мечтает и не страдает. Все, что он делает, это обработка данных. Но с другой стороны, скорость развития поражает. Всего за пару лет мы перешли от простых чат-ботов к системам, которые создают код, пишут романы и ведут научные исследования.
И самое тревожное, искусственный интеллект способен улучшать сам себя. Как только алгоритм начинает оптимизировать собственные процессы, возникает эффект саморазгона. Этот момент называют сингулярностью, точкой, когда машина станет умнее человека во всем. Мы уже видим первые признаки того, что искусственный интеллект меняет саму ткань цивилизации. Рабочие профессии исчезают, даже в сферах, где, казалось, нужен исключительно человек. Образование меняется, дети пишут сочинения не сами, а с помощью нейросетей. Искусство размывает границы. Что такое картина, если ее написал алгоритм? Что такое музыка, если ее сочинил не композитор, а код? И здесь мы сталкиваемся с главным вопросом. Если интеллект — это то, что отличает нас от животных, то что будет, когда интеллект перестанет быть нашей уникальной чертой? Искусственный интеллект сегодня — это не просто новый инструмент. Это сигнал о том, что человечество вошло в новую эпоху. Мы больше не единственные носители разума на Земле. И вопрос не в том, заменит ли искусственный интеллект людей. Вопрос в том, кем станем мы сами в мире, где разум больше не является нашей монополией. Одним из первых и самых незаметных последствий развития искусственного интеллекта может стать постепенное отупение человечества. Не в том смысле, что люди сразу потеряют интеллект или деградируют, а в том, что мы будем все чаще перекладывать умственные задачи на машины. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше риск, что мы потеряем ключевые навыки, которые формировали человеческую цивилизацию на протяжении тысячелетий. Вспомним, как изменилось наше отношение к знаниям с появлением интернета. Когда-то человек учил стихи наизусть, помнил десятки телефонных номеров, знал даты и факты. Сегодня это кажется ненужным. Зачем помнить, если все есть в поисковике? Эффект был замечен еще в начале 2000-х. Люди стали хуже запоминать информацию. Мы помним не сами факты, а где их найти. Это явление получило название «цифровая амнезия». Теперь же на горизонте новая стадия. Мы перестаем не только хранить знания, но и формулировать мысли самостоятельно. Зачем писать текст, если чат GPT сделает это быстрее и лучше? Зачем самому придумывать решение задачи, если нейросеть выдаст готовый ответ? Человеческое воображение — это то, что сделало нас цивилизацией. Но что произойдет, если креативность будет арендована у машины? Сегодня дизайнеры, художники, композиторы все чаще обращаются к искусственному интеллекту, чтобы ускорить процесс. В результате рождается опасная привычка. Мы все реже делаем первый шаг сами. Человек становится не творцом, а редактором чужих идей, сгенерированных алгоритмом. Да, это удобно. Да, это экономит время. Но если миллионы людей перестанут тренировать собственное воображение, то в будущем мы рискуем столкнуться с целым поколением, для которого мышление будет вторичным, вспомогательным. Когнитивные способности — это не только память и фантазия, но и способность анализировать и сомневаться. Раньше студенты часами спорили в аудиториях, учились строить аргументы. Сегодня спор заменяется быстрым ответом в нейросети. И все чаще мы видим, люди перестают проверять информацию. Алгоритм сказал, значит, так и есть. Но искусственный интеллект не всегда прав. Более того, он может выдавать убедительную ложь. Если человек утратит привычку анализировать и сомневаться, то прогресс превратится в опасное оружие манипуляции. Мозг — это мышца. Он развивается только в процессе постоянной работы. Когда мы решаем задачи, придумываем идеи, запоминаем факты, мы тренируем его. Но если все это перекладывается на искусственный интеллект, то умственная активность снижается. Парадокс: чем умнее становятся машины, тем ленивее становится человек. Мы получаем быстрый результат, но теряем способность к усилию. И это похоже на ситуацию с физической нагрузкой. Если человек перестает двигаться, его мышцы атрофируются. Если человек перестанет думать, его мозг станет слабее. Школа и университет всегда были местом тренировки интеллекта. Но что делать, если ученик пишет сочинение с помощью нейросети, а студент сдает диплом, сгенерированный алгоритмом? Формально он получает знания. Но по сути, это лишь симуляция знания. Через поколение может появиться новый тип человека. Он умеет пользоваться инструментами искусственного интеллекта, но он не умеет самостоятельно мыслить. И это одна из самых опасных форм зависимости, потому что человек перестает быть субъектом, он превращается в пассивного потребителя готовых решений. Ловушка отупения — это не миф и не фантастика. Мы уже видим ее первые симптомы. Каждый раз, когда мы нажимаем кнопку «Сгенерировать», мы экономим время, но теряем часть себя. Искусственный интеллект — это зеркало,
которая не только отражает наш интеллект, но и постепенно замещает его. И если мы позволим этому процессу идти без контроля, то человечество рискует оказаться в мире, где люди перестанут быть разумными существами в привычном смысле. Они будут знать, как получить ответ, но они перестанут знать, как задать правильный вопрос. Каждый технологический скачок в истории человечества приводил к тому, что часть профессий исчезала. Но одновременно появлялись новые сферы, которые компенсировали эти потери. Люди оставляли кузнечные мастерские и шли работать на заводы. Ремесленники становились инженерами. Интернет создал миллионы вакансий, о которых никто и не подозревал в 70-х годах. Но искусственный интеллект ломает этот цикл. Потому что он претендует не на отдельную профессию, а на саму основу, универсальные когнитивные навыки, то есть мышление. И если раньше технологии заменяли физический труд, то теперь они начинают вытеснять умственный труд, а именно он определял особое место человека в мире. Искусственный интеллект стремительно входит в профессии, где раньше требовался диплом и годы практики. Юристы, программы за минуты находят прецеденты и пишут судебные документы. Журналисты, новости пишутся нейросетями быстрее и дешевле. Переводчики, Google Translate и его аналоги все чаще заменяют человека. Программисты, GitHub Copilot уже пишет код, а чат GPT исправляет ошибки. Дизайнеры, Midjourney создает логотипы и концепты, которые не уступают новичкам. И это только начало. По прогнозам Oxford University, до 47% рабочих мест в развитых странах могут быть автоматизированы. Особенно пострадают профессии среднего класса, бухгалтера, консультанты, банковские служащие, операторы колл-центров. И если при индустриальной революции крестьянин мог переквалифицироваться в рабочего, то куда переквалифицируется бухгалтер, если все его знания заменяет искусственный интеллект? Работа – это не только источник дохода. Это смысл, статус, социальные связи. Когда миллионы людей лишаются работы, это не просто экономический кризис. Это кризис идентичности. Представьте, человек 20 лет был юристом, а теперь его место занимает алгоритм. Он теряет не только зарплату, он теряет ощущение, что нужен обществу. В массовом масштабе это приводит к депрессиям, протестам, радикализации общества. Именно это и называют ловушкой прогресса. Технологии развиваются быстрее, чем общество успевает адаптироваться. Искусственный интеллект принадлежит тем, у кого есть деньги и ресурсы. Крупные корпорации смогут заменить тысячи работников одним алгоритмом. Компании станут богаче, а работники беднее. Разрыв между элитой и остальным обществом увеличится в разы. Мы можем столкнуться с миром, где маленькая группа собственников технологий контролирует экономику, а миллионы людей оказываются в роли лишних. Возможные сценарии будущего. Мир безработных масс. Люди живут на базовый доход от государства, но чувствуют себя ненужными. Мир новой элиты. Те, кто умеет управлять искусственным интеллектом, получают власть, а остальные становятся зависимыми. Мир адаптации. Если человечество сумеет перестроить образование и культуру труда, появятся новые профессии: тренеры AI, этичные архитекторы алгоритмов, кураторы цифровой реальности. Но вопрос, успеем ли мы перестроиться? Ловушка безработицы – это не гипотеза, а тенденция, которую мы уже наблюдаем. Искусственный интеллект не просто автоматизирует процессы, он лишает человека уникальности в сфере интеллекта. И если общество не выработает новые модели занятости и новые смыслы, то нас ждет не золотой век, а век массовой социальной пустоты. Самый страшный кризис – это не отсутствие работы. Самый страшный кризис – это ощущение миллионов людей, что они больше не нужны. Информация всегда была оружием. Империи рушились не только от мечей и пушек, но и от слухов, пропаганды, ложных вестей. Но в 21 веке это оружие стало массовым и почти неотличимым от истины. Искусственный интеллект усиливает эту тенденцию до предела. Сегодня любой человек может создать фейк, который невозможно отличить от реальности. Фотографии, видео, тексты – все это генерируется за секунды и распространяется мгновенно. Фейковая новость путешествует по миру быстрее, чем опровержение. Алгоритмы социальных сетей устроены так, что именно шокирующая и провокационная информация получает наибольшее распространение. Искусственный интеллект умеет подделывать голоса политиков, создавать видеозаписи, где они говорят то, чего никогда не говорили. Уже сегодня дипфейк-технологии позволяют создать выступление президента за несколько минут. И чем дальше, тем сложнее будет отличить реальность от симуляции. Это открывает дорогу к новым видам войн, информационным войнам, где не армии сражаются, а алгоритмы. Представьте выборы, где миллионы избирателей получают персонализированные сообщения, созданные искусственным интеллектом, учитывающие их страхи, привычки, слабости. Представьте протесты, которые запускаются искусственными вбросами. Представьте общество, где каждый живет в своей версии реальности, созданной под него. Именно это уже называют пузырями фильтров. Человек видит не объективный мир, а картину,
которую формирует для него алгоритм. И если раньше газета ошибалась, то теперь ошибка будет персонализированной. Для каждого своя правда. Главная опасность в том, что искусственный интеллект способен не просто обманывать, а управлять сознанием. Если алгоритм знает ваши предпочтения, привычки, психологический профиль, то он сможет подбирать слова и образы, которые убедят именно вас. Это уже не пропаганда в привычном смысле. Это тонкая настройка реальности, которая превращает людей в марионеток. И когда миллионы людей живут в разных реальностях, общество перестает существовать как единое целое. Вместо демократии возникает хаос, вместо свободы выбора – иллюзия свободы, вместо поиска истины – рынок, где выигрывает тот, кто громче и убедительнее. Информационная война будущего – это война за то, кто контролирует картину мира в головах миллиардов людей. Искусственный интеллект уже стал главным игроком на этом поле. И если мы не научимся защищаться от его влияния, то следующая война может быть выиграна не армиями, а алгоритмами. История показывает, всякий раз, когда появляется новая технология, ею сначала овладевает меньшинство. Те, у кого есть ресурсы, знания и власть. Так было с книгопечатанием, электричеством, компьютерами, интернетом. И теперь с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект требует колоссальных вычислительных мощностей, доступа к гигантским базам данных и специалистов мирового уровня. Все это сосредоточено в руках нескольких корпораций и государств. В итоге формируется новая элита, владельцы алгоритмов. Что это значит на практике? Обычный человек может пользоваться чат-GPT или Midjourney, но настоящий контроль у тех, кто решает, какие данные поступят в систему, какие ограничения будут установлены, какие модели будут доступны. Это власть не над машинами, это власть над людьми. Когда корпорация контролирует алгоритм, она контролирует реальность. Она решает, какие ответы будут правильными, какие картины допустимыми, какие идеи будут продвигаться. Именно так формируется цифровая диктатура. Она не обязательно выглядит как военная хунта или тоталитарный режим прошлого. Это может быть мягкий контроль через алгоритмы. Вам не запрещают мыслить иначе. Вам просто не показывают альтернатив. Мы уже видим, как это работает. В Китае система социального рейтинга отслеживает поведение граждан. Алгоритмы решают, кто достоин кредита, кто имеет право путешествовать, кто получает работу. В Европе и США алгоритмы решают, какие новости мы видим в ленте, какой контент набирает популярность, какие политические силы получают преимущество. В результате возникает новая форма власти, невидимая, но абсолютная. Если раньше диктатор держал контроль через армию и полицию, то теперь власть держится на данных и коде. Главная опасность в том, что алгоритмы становятся неподконтрольными обществу. Человек не видит, как они работают, и не может их проверить. Прозрачность исчезает. Обычный гражданин живет в реальности, которую для него создали корпорации. А теперь представим будущее. Мир, где элита управляет искусственным интеллектом, а искусственный интеллект управляет людьми. Мир, где у небольшой группы собственников технологий сосредоточена власть над экономикой, политикой и сознанием миллиардов. Мир, где свобода остается лишь иллюзией. Это и есть ловушка цифровой диктатуры. Она наступает не тогда, когда в стране вводят цензуру или тоталитаризм. Она наступает тогда, когда мы перестаем замечать, что все наши выборы делаются за нас. Искусственный интеллект может стать величайшим инструментом демократии, если будет доступен каждому, но он же может превратиться в величайшее оружие угнетения, если окажется в руках немногих. И вопрос не в том, построим ли мы цифровую диктатуру. Вопрос в том, заметим ли мы ее, когда окажемся внутри. Все предыдущие ловушки можно рассматривать как социальные или культурные. Но есть риск, который стоит особняком. Это риск экзистенциальный, угроза самому существованию человечества. Многие футурологи считают, что если искусственный интеллект продолжит развиваться с нынешней скоростью, мы неминуемо столкнемся с моментом так называемой технологической сингулярности. Это точка, когда искусственный интеллект станет умнее человека во всех областях. Не только в шахматах или медицине, но во всем. Что произойдет тогда? Самая распространенная версия – искусственный интеллект начнет самостоятельно улучшать себя. Алгоритмы будут создавать новые алгоритмы, которые будут еще быстрее и еще умнее. Этот процесс может выйти из-под контроля. Мы привыкли считать, что человек управляет машинами. Но представьте себе, что именно машина начнет решать, какие улучшения внедрять, какие задачи приоритетны, какие модели использовать. Это будет уже не инструмент. Это будет новый тип разума. И проблема в том, что его цели могут не совпадать с нашими. Искусственный интеллект не обязан быть злым или враждебным. Чтобы уничтожить человечество, ему не нужно ненавидеть нас. Достаточно, чтобы наши интересы оказались ему мешающими. Простой пример. Если сверхразуму поручат остановить климатические изменения, он может решить, что для этого нужно резко сократить число людей. Или если задача – максимизировать производство энергии, то человечество окажется лишь препятствием.
Философ Ник Бостром писал, что основная угроза искусственного интеллекта не в том, что он захочет нас уничтожить, а в том, что его цели могут оказаться слишком простыми и при этом смертельно опасными. Так называемый эффект бумажных скрепок. Если искусственному интеллекту поручить производить скрепки, он может превратить всю Землю в фабрику скрепок, уничтожив все остальное. Сверхразум будет мыслить не так, как мы. Мы даже не сможем предсказать его ходы. И как шахматист легко обыгрывает ребенка, так сверхразум может обыграть человечество. Это и есть экзистенциальный риск, не кризис экономики или культуры, а конец истории. Человечество может исчезнуть тихо, без войн, просто потому, что мы перестанем быть нужными. Есть и другой сценарий. Сверхразум может решить опекать людей, превращая нас в своего рода питомцев. Нам останется комфортная жизнь, развлечения, еда, но исчезнет свобода. Мы станем домашними животными в мире, которым управляет цифровое божество. Эта перспектива звучит как фантастика, но уже сегодня крупнейшие ученые предупреждают, экзистенциальный риск искусственного интеллекта – это реальная угроза. Стивен Хокинг говорил, что создание искусственного интеллекта может стать величайшим достижением человечества и последним. Илон Маск и десятки ведущих инженеров призывают остановить гонку искусственного интеллекта хотя бы временно, пока мы не поймем, как контролировать его развитие. Ловушка сверхразума – это, возможно, последняя ловушка прогресса, потому что, если мы попадем в нее, у нас уже не будет второго шанса. До этого момента мы говорили о ловушках. Но важно помнить, у прогресса есть и другая сторона. Искусственный интеллект – это не только угроза. Это также шанс. Возможно, самый большой шанс в истории человечества. Искусственный интеллект уже сегодня помогает там, где человеческие усилия были ограничены. В медицине он распознает болезни на ранних стадиях, спасая миллионы жизней. В экологии он анализирует климатические модели и помогает находить пути борьбы с глобальным потеплением. В науке он открывает новые лекарства, ускоряет исследования, создает симуляции, которые человеку недоступны. В образовании он дает детям из самых бедных стран доступ к знаниям, которые раньше были доступны только элите. Представьте, что искусственный интеллект станет универсальным учителем, доступным каждому ребенку на планете. Это может устранить глобальное неравенство в образовании. Представьте, что искусственный интеллект анализирует мировые ресурсы и распределяет их так, чтобы голод исчез навсегда. Представьте, что искусственный интеллект помогает создавать экологически чистые технологии, которые остановят разрушение природы. Искусственный интеллект может стать тем, что даст человечеству второе дыхание. Он может освободить нас от рутинного труда, позволив сосредоточиться на творчестве, науке, искусстве, философии. Да, есть риски. Но есть и шанс, что именно благодаря искусственному интеллекту мы преодолеем кризисы, которые угрожают нашей цивилизации. Климатический кризис, кризис ресурсов, болезни и старение, неравенство в образовании и медицине. Можно сказать, что искусственный интеллект – это не просто технология, это инструмент, который может либо разрушить, либо спасти человечество. Будущее зависит от того, кто будет управлять этой силой и какие цели мы поставим перед ней. Если искусственный интеллект станет продолжением человеческого разума, а не его заменой, то он может привести нас к новому золотому веку. И тогда ловушка прогресса превратится не в угрозу, а в трамплин для новой цивилизации. Мы рассмотрели 5 ловушек прогресса: отупение, безработицу, информационные войны, цифровую диктатуру и сверхразум. Все они реальны, все они могут изменить наш мир до неузнаваемости. Но остается главный вопрос: можно ли их избежать? Ответ – да. Но только при одном условии, если человечество осознает риски и будет действовать заранее. Во-первых, необходим глобальный диалог. Мы должны перестать рассматривать искусственный интеллект как игрушку или коммерческую технологию. Это вопрос выживания цивилизации. И здесь нужны международные соглашения, как когда-то по ядерному оружию. Искусственный интеллект нельзя оставить без контроля. Во-вторых, нужен новый подход к образованию. Если машины берут на себя рутинные задачи, то человеку нужно сосредоточиться на том, что машины не могут, на критическом мышлении, эмпатии, философии, творчестве. Школа будущего – это не просто уроки математики, а тренировка умения задавать правильные вопросы, сомневаться, мыслить шире. В-третьих, мы должны заново переосмыслить смысл труда. Если миллионы людей потеряют работу, то общество должно предложить им новую роль. Возможно, это будет универсальный базовый доход. Возможно, новые профессии, связанные с искусственным интеллектом. Но самое главное – сохранить ощущение нужности и ценности каждого человека. В-четвертых, необходима прозрачность алгоритмов. Мы должны требовать, чтобы решения искусственного интеллекта объяснялись и проверялись. Чтобы не корпорации и государства контролировали нас, а мы контролировали их. Для этого нужны законы, независимые аудиторы, открытые данные. Наконец, нам нужно помнить, искусственный интеллект – это зеркало. Оно отражает то, что мы вкладываем.
Если мы наполняем мир ненавистью, дискриминацией и жадностью, то искусственный интеллект умножит их. Если мы наполняем его гуманизмом, знаниями и этикой, то искусственный интеллект поможет создать лучший мир. Будущее не предопределено. Оно зависит не от машин, а от нас. И если мы сумеем объединить мудрость человечества и силу технологий, то ловушка прогресса станет не концом истории, а ее новым началом. Вопрос лишь в том, хватит ли у нас воли и разума, чтобы этим шансом воспользоваться. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Дальше будет много интересного.